Буквально в конце прошлой недели, 13 октября, у нас на канале вышло видео, в котором я предупредил вас готовиться к росту биткоина в ближайшее время. И вот уже на следующий день после ролика биткоин наконец-то пробил 65 тысяч, затем 66, 68 и сейчас стремительно движется к тому, чтобы пробить ключевой уровень 70 тысяч долларов, который в последний раз наблюдался в конце июля. Главными причинами роста стали как раз таки те факторы, которые я озвучивал в прошлом ролике, а именно активный памп фондового рынка США с пробоем новых исторических максимумов S&P 500 и Dow Jones на фоне положительных отчетов по доходности компаний за третий квартал, стимулирование второй экономики мира Китая, а также огромный приток капитала в ETF со стороны больших фондов, который только за 2 дня превысил 900 миллиардов долларов. Конечно же, такое количество позитивных катализаторов привело к тому, что биткоин пробил двухмесячный максимум, тем самым оказал положительное влияние на весь крипторынок. Различные альткоины выросли от 5 до 15% за неделю, но поскольку сейчас доминирование биткоина стремительно идет вверх и приближается к уровню 60%, а капитализация альтов сталкивается с долгосрочной линией сопротивления, возникает очень много вопросов касательно продолжения роста альтов и начала долгожданного альт-сезона. Но при этом также есть вопросы и к самому биткоину, поскольку сейчас мы видим активный рост индекса доллара США, который повышает доходность облигаций, за счет чего фонды, как например BlackRock, могут переключиться с рискованных активов на более безопасные, и уже такого притока капитала в $500 миллиарда за день мы не увидим. Чтобы ответить на все эти вопросы, мы выпускаем для вас данное видео, потому что сегодня я не только расскажу вам, стоит ли ждать падения биткоина перед уровнем 70 тысяч, но также самой главной темой ролика станет анализ рынка альтов. Мы разберем, когда общая капитализация пробьет ключевое сопротивление, проанализируем много разной метрики, которая покажет нам, какие токены сейчас стоит покупать, кто и сколько их накапливает, сможет ли сектор ИИ вырасти на фоне нового максимума Nvidia. Вы также узнаете, на какие альткоины делает ставку самый большой криптофонд Grayscale. Дополнительно я назову список лучших монет, которые имеют самый высокий потенциал в конце 2024 года. Ну и конечно же вы получите ответ на самый главный вопрос: наступит ли настоящий альт-сезон в этом году? Как всегда, будет очень интересно. И если вы желаете, чтобы мы выпускали больше видео с разбором лучших альтов, прибыльных токенов и новых монет с низкой капитализацией, поддержите это видео и поставьте 1500 лайков. Вам спасибо за поддержку, всем приятного просмотра, с вами Влад, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, рад вас видеть на канале Coin22, и сегодня я хочу максимально подробно обсудить с вами рынок альтов, чтобы понимать, какие монеты сейчас лучше покупать и в целом чего ждать от рынка альтов в ближайшее время. Но как вы знаете, альты напрямую зависят от биткоина, за счет чего нам сперва нужно обязательно провести краткий анализ его цены. Что касается катализаторов роста, о которых я говорил в начале, то о них мы подробно писали в нашем телеграм-канале, где также раньше всех сообщили вам о продолжении роста, когда биткоин пробил уровень 65 тысяч. И сейчас в Telegram мы ежедневно выкладываем актуальные новости и делимся максимально полезной информацией, чтобы вы не только были в курсе всех происходящих событий, но и могли на этих событиях зарабатывать вместе с нами. Так что подпишитесь по ссылке в описании. Из последних фундаментальных катализаторов я бы отметил подготовку Японии к масштабному стимулированию экономики. Да, друзья, если в прошлом видео мы говорили о поддержке экономики Китая, то сейчас на биткоин также оказывает влияние Япония. По информации от Reuters, заместитель главного секретаря Кабинета министров Японии заявил, что правительство разрабатывает пакет мер, который превысит размер прошлогоднего стимулирования экономики Японии в размере 13 триллионов йен. Это около 87 миллиардов долларов. Ранее я вам говорил, что любое дополнительное финансирование той или иной страны, а Япония это 4-я экономика мира, увеличивает глобальную ликвидность и денежную массу, что положительно влияет на рынок рискованных активов, в том числе и на криптовалюту. Таким образом, это также стало причиной, по которой биткоин вчера пробил двухмесячный максимум. Но теперь очень важный вопрос: а продолжит ли биткоин рост? Недавний пробой локального максимума привел к тому, что биткоин поднялся выше цены реализации краткосрочных держателей, поскольку эта группа трейдеров превратила часть своих нереализованных убытков в прибыль. Что же это значит? Фактически только 8,5% инвесторов в биткоин все еще находятся в убытке, когда 16 октября цена составляла 66 870 долларов, что впоследствии составило 91,5% прибыли от предложения. Если биткоин продолжит расти,
ушли с текущих уровней, то все больше инвесторов будут оставаться в плюсе. Большое количество краткосрочных инвесторов в плюсе часто рассматривается как признак перегрева рынка, который обычно вызывает или совпадает с коррекцией. Также я вам говорил о росте индекса доллара. Центр аналитики SQ отмечает, что разрыв между ликвидностью спроса и предложения составляет от 1 до 2,5%, поэтому без пассивных потоков есть вероятность высокой волатильности, которая будет связана с стейкерами. Следовательно, сейчас все идет по тому сценарию, который я озвучивал в прошлом видео. 65 тысяч мы пробили, и теперь вероятно будет наблюдаться консолидация ниже 70 тысяч, с локальными просадками до уровня 65 тысяч и ниже, что позволяет нам откупать биткоин вот в этих диапазонах. Но что самое главное, сейчас нет предпосылок на падение ниже уровня 60 тысяч, ведь биткоин наконец-то вышел из этого нисходящего торгового канала, за счет чего общее влияние на рынок остается положительным. Поэтому давайте более подробно разберем метрику альткоинов и составим прогноз. На данный момент стохастический RSI – это импульсный осциллятор, измеряющий относительное положение RSI в пределах его диапазона за определенный период времени, сформировал бычье пересечение на трехнедельном графике, что по словам популярного криптоаналитика Титанов Крипто является сигналом о том, что крупный рост альтов может быть уже не за горами. Такое бычье пересечение происходит, когда RSI пересекает свою сигнальную линию выше, что указывает на потенциальный восходящий тренд. Аналитик также написал, что обычно, когда на трехнедельном графике RSI формирует бычье пересечение, за этим следует мощное движение вверх, и в целом общая рыночная капитализация альткоинов начинает выглядеть оптимистично. Продолжение восстановления альтов является частью роста общей рыночной капитализации всех криптовалют, за исключением биткоина и эфира. Так вот, последний рост привел к тому, что Total 3 поднялся выше ключевого диапазона поддержки от 590 до 596 миллиардов долларов. Обратите внимание, что все основные скользящие средние, включая 50-дневную, 100-дневную и 200-дневную EMI, находятся вот в этой зоне спроса. Альты по-прежнему следуют восходящему тренду, оставаясь выше восходящей линии тренда. Движение RSI с 54 до 59 за последние 3 дня говорит о том, что рыночные условия вызывают рост. Если Total 3 удержится выше этой основной зоны сопротивления, то альткоины могут продолжить восстановление. Но если мы вспомним, что биткоин готовится к консолидации, то нужно быть готовым к тому, что рост альтов также усилится только после краткосрочного накопления ликвидности. Тем временем в отчете Coinbase и Glassnode 15 октября аналитики сообщили, что быстрое принятие стейблкоинов и дальнейшее развитие решений по масштабированию Ethereum L2 являются дополнительными катализаторами развития и роста рынка, поскольку приток капитала только в биткоин в третьем квартале превысил 5 миллиардов долларов. Все эти фундаментальные и технические катализаторы всегда необходимо учитывать перед открытием сделок и покупкой монет, ведь от того, насколько качественно вы проведете анализ рынка, полностью будет зависеть ваш конечный результат. Но я прекрасно знаю, что далеко не все умеют проводить анализ монет, тем более уделяя этому много времени. Именно поэтому вы можете оставить эту сложную работу профессиональным аналитикам нашей подписки Coin22 Pro, которая ежедневно публикует для вас прибыльный анализ рынка и четкие точки входа. Преимущество в том, что все данные вы получаете заранее, как, например, это было с лонг-сделкой по Bitcoin Cash. Сделка была опубликована перед ростом, что позволило участникам Pro заработать от 85% чистого профита. Для всех новичков мы предоставляем пошаговое обучение с нуля, с полноценной практикой и поддержкой от экспертов 24/7. Также мы помогаем формировать спотовый портфель, что очень важно во время бычьего цикла на рынке. И дополнительно вы сможете получать консультации по вопросам торговли и долгосрочному инвестированию, что только улучшит ваши результаты. Поэтому если вы давно искали сервис качественной аналитики, а также информативное обучение, напишите нам по ссылке в описании. Поскольку сейчас множество данных указывают на продолжение роста, какие же тогда токены накапливают киты? По данным Look Chain, киты сейчас активно скупают Ethereum, собственный токен DEX биржи Uniswap и некоторые другие DeFi токены. Look Chain отмечает, что один неизвестный кошелек кита вывел 299 тысяч юни на сумму 2,3 миллиона долларов с биржи Gate за эти выходные. Этот же кит недавно накапливал и другие токены DeFi. Он выводил с Binance 19 тысяч AVI на сумму 2,9 миллиона долларов и 596 MakerDAO на сумму 805 тысяч долларов в период с 13 августа по 12 сентября. Look Chain также отмечает, что кошелек кита, связанный с инвестиционной фирмой Longline Capital, купил 5000 эфиров на сумму 12,3 миллиона долларов на эти выходные. Теперь в кошельке хранится в общей сложности 68 тысяч эфиров на сумму 168 миллионов долларов, а третий кит купил в это воскресенье 31 тысячу токенов AVI на сумму 4,8 миллиона долларов, а затем внес их
протокол EVI, чтобы занять средства и накопить больше токенов. Затем он занял 2,7 миллиона монет GHO и обменял их на USDC, и внес эти USDC на Coinbase, чтобы также купить больше EVI. Конечно, по принципу кривой риска, после биткоина основной капитал идет именно в эфир, который обязательно стоит рассмотреть для покупки, независимо от того, есть ли он в вашем портфеле или нет. Цена эфира пробила дневной уровень сопротивления $2460 и выросла на 6,5% в понедельник, за счет чего цена закрылась выше уровня 50-дневной линии май. Во вторник эфир отказался тестировать и выходить на поддержку на уровне 2500. Таким образом, если 50-дневная EMI на уровне 2500 продолжит выступать в качестве поддержки, то у эфира есть все шансы, чтобы продолжить рост и повторно протестировать максимум, который был отмечен 24 августа на уровне $2820. Индикаторы MACD подтверждают рост эфира, сигнализируя об общем пересечении на дневном графике. В понедельник линия MACD переместилась выше сигнальной линии, что стало сигналом на покупку. И вот эти зеленые столбцы находятся выше нейтральной нулевой линии. Это также предполагает, что эфириум может усилить бычий импульс. При этом индикатор RSI на дневном графике торгуется выше нейтрального уровня. Следовательно, отличные диапазоны покупки я могу отметить вот в этой области, ведь ранее на этих уровнях мы уже накапливали эфир и усредняли его цену. Что касается токена EVI, то он был в нашем топе еще в августе, когда торговался на уровне $97, и сейчас он уже вырос более чем на 60%, а его ключевые диапазоны покупки находятся около восходящей линии тренда, которая обеспечивает рост. И на эту монету недавно Grayscale запустила Trust Fund, за счет чего теперь большие инвесторы могут инвестировать в EVI. Кстати, о Grayscale. Недавно компания выложила список самых перспективных альтов, по ее мнению. Все токены были разделены на разные категории, и общее количество составило около 35 штук. Если что, полный список есть в нашем Telegram. Среди них я 100% выделю AVAX, Link, NIR, Solana, Toncoin, EVI, Mantru, Uni, TIA, ну и конечно же SUI. Для многих монета SUI стала открытием этого года, а после нашего топа в конце сентября цена SUI уже успела пробить новый исторический максимум. Из последних новостей нам известно, что фонд SUI Foundation улучшает специальную программу грантов RFP для расширения прав и возможностей разработчиков. Тем временем цена монеты движется в строгом восходящем тренде. И если вы не успели купить SUI по моим рекомендациям в конце сентября, то сделайте это сейчас на откате вот в этих диапазонах. Также хотел бы обратить ваше внимание на Solana, поскольку ее цена готовится протестировать уровень $170. По данным блог, активные новые адреса в блокчейне Solana продолжают расти. В течение октября оба этих показателя росли, и это говорит нам о высоком спросе и активности блокчейна Solana. Сейчас цена Solana формирует восходящую линию тренда, и ликвидность вот этого диапазона, где я вам советовал покупать Solana в нашем прошлом топе, усиливает бычий импульс на пробой сопротивления на уровне $170. Еще я являюсь холдером монеты Link, и последние новости сигнализируют о положительных перспективах для цены. Во-первых, активность в сети Chainlink неуклонно растет. Количество активных адресов пробило уровень 178 тысяч. При этом количество транзакций выросло на 1,2% всего за сутки. И по данным CryptoQuant было зафиксировано 4000 транзакций. Еще одним позитивным сигналом для цены Link является сокращение валютных резервов, которые за последние сутки упали до уровня 166 миллионов Link. Это снижение говорит о том, что на биржах хранится меньше токенов, что снижает давление со стороны продавцов и создает более благоприятные условия для роста. А в это время данные от Sentiment сообщают о накоплении Link со стороны китов. Поэтому вот эти уровни следует рассмотреть для покупки данной монеты. Также сейчас на слуху всего рынка монета Mantra по тикерам OM, ведь за месяц цена этой монеты выросла почти на 50%. Mantra использует растущую тенденцию токенизации реальных активов, таких как недвижимость и товары, используя блокчейн. Как мы знаем, это направление поддерживается многими известными личностями, как, например, генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком, который считает, что токенизация RVA может трансформировать традиционные финансы, из-за чего Mantra может стать ключевым игроком в секторе токенизации, как тот же Link, который токенизирует активы и сотрудничает с главной платежной системой SWIFT, поэтому за токеном Mantra стоит понаблюдать. Также пару слов о секторе ИИ, ведь я знаю, что многие наши зрители активно покупают эти монеты. На фоне общего роста фондового рынка компания Nvidia пробила новый максимум, что вызывает вопросы насчет роста токенов ИИ. По факту активность роста альткоинов из этого сектора мы не увидели, но я бы советовал работать на перспективу. Учитывая доминирование Nvidia на рынке чипов для искусственного интеллекта, то рост компаний очень часто оказывает положительное влияние на такие монеты как NIR Protocol, токен FED, а также Render. Это базовые токены из сектора ИИ, которые можно добавить в портфель в небольшом соотношении до 2%. Ведь слияние искусственного интеллекта
проекта с технологией блокчейна стало в этом году главным направлением венчурных инвестиций. И по последним данным, стартапы в сфере ИИ привлекли 11,8 миллиардов долларов за последние 90 дней, что составляет 30% от всего венчурного финансирования в третьем квартале этого года. Таким образом, мы сегодня имеем несколько перспективных альтов, у которых есть хорошие шансы зафиксировать положительное движение под конец этого года и показать лучшие результаты на фоне общего роста рынка. Что касается того самого альт-сезона, который все так ждут, я советую вам посмотреть данный ролик. В нем я четко рассказал, что такое альт-сезон и наглядно объяснил, что такого цикла альтов, как в 2021 году, мы, к сожалению, больше не увидим. И на это есть много причин. Но этим я ни в коем случае не хочу сказать, что альты расти не будут. Конечно же, они продолжат рост, и они уже это делают. Но сам цикл, когда почти все монеты фиксировали по 10, 20 или 50% за пару дней, вряд ли повторится. На такой рост будут способны только некоторые монеты, которые имеют поддержку от фондов, а также активно развиваются в этой индустрии. И большую часть из них я сегодня уже назвал. Сейчас не получится просто смотреть на индикатор альт-сезона, покупать любые токены и ждать их активный рост. Время на рынке уже поменялось, и текущие условия для роста уже совершенно другие. Так что сегодня я вам показал те монеты, в которые я сам инвестирую и регулярно покупаю. Но в любом случае перед покупкой я рекомендую вам провести свой анализ, после чего вы сможете сделать полноценные выводы. Но если у вас будут дополнительные вопросы, которые касаются этих и других монет, то обязательно задавайте их в комментариях, а я на них с радостью отвечу. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся очень скоро. Всем желаю удачи, до скорых встреч!